Эта реальная история произошла несколько лет назад. Жуан Перейра де Соуза был 70-летним бывшим строителем, проживавшим в небольшой деревушке на острове Илье-Гранде, недалеко от Рио-де-Жанейро, Бразилия. Кроме того, он был знаком с морем с самого раннего детства, так как вырос в рыбацкой семье и всегда чувствовал особую связь с природой. В один из жарких майских дней 2011 года Жуан, как обычно, отправился на ближайший пляж Провиденсия в надежде наловить там немного рыбы. Однако в тот день судьба преподнесла ему совершенно неожиданный сюрприз. Идя по берегу, Жуан увидел лежащего на прибрежных камнях маленького пингвина, все перышки которого были основательно измазаны в нефти. Похоже, пингвин попал в нефтяное пятно, разлитое в море какими-то безответственными людьми, и только лишь чудом ему удалось добраться до берега. Бедная птица была почти без движения и, казалось, уже находилась на грани жизни и смерти. Вокруг были и другие люди, которые лишь с интересом наблюдали за происходящим, но ничего не предпринимали. Несмотря на то, что возраст Жуана был уже преклонным, в его сердце по-прежнему теплилась доброта и сострадание к другим. Он просто не мог пройти мимо умирающего создания, не попытавшись хоть что-то сделать для его спасения. Осторожно подняв едва живого пингвина, Жуан понес его к себе домой, в крохотный домик на окраине деревни. Соседи всегда знали Жуана, как доброго и отзывчивого человека, поэтому никто не был особенно удивлен его благородным поступком. На протяжении следующей недели Жуан неустанно ухаживал за найденным пингвином. С неимоверной бережностью и терпением он очищал каждое перышко птицы от застывшей нефтяной смолы. Затем он кормил ослабшего пингвина свежей рыбой, давая ему возможность медленно, но верно набираться сил. Первые дни были особенно трудными. Пингвин не мог самостоятельно есть, и Жуан кормил его вручную, используя маленькую ложечку. К концу недели Жуан уже воспринимал спасенного им пингвина как своего друга и даже дал ему необычное имя — Дин-Дим. Постепенно пингвин начал доверять Жуану и даже реагировать на его голос, словно любимый питомец. С каждым днем пингвин становился все более активным и вскоре уже мог самостоятельно плавать в импровизированном бассейне, который Жуан сделал для него из старой ванны. Соседи начали приносить Жуану свежую рыбу и другие лакомства для пингвина, поддерживая мужчину в его благородном деле. Когда пернатый питомец окреп настолько, что уже мог самостоятельно передвигаться, Жуан решил вернуть его туда, где он обитал раньше, в открытое море, подальше от людей, чьи безответственные действия едва не погубили несчастную птицу. На своей небольшой лодчонке мужчина отвез пингвина на ближайший необитаемый островок и, отпуская его на волю, он, едва сдерживая слезы, попрощался со своим маленьким другом. В тот момент бывший строитель был твердо уверен, что он больше никогда не увидит спасенную им птицу. Однако старик даже представить себе не мог, что ждет его в ближайшем будущем. Каково же было удивление Жуана, когда всего через несколько часов после того, как он отпустил Дин-Дима на свободу, во дворе его дома раздался знакомый писклявый зов. К невероятному изумлению мужчины, пингвин, ни много ни мало, не только вернулся обратно на остров, но и смог быстро отыскать там своего спасителя. По всей видимости, за недолгий период их общения Дин-Дим успел настолько привязаться к доброму старику, что просто не мог его покинуть. Без излишних колебаний Жуан позволил Дин-Диму остаться у него и стал ухаживать за пингвином, как за домашним питомцем. Каждый день он исправно кормил его свежей рыбой, устраивал ему купание в чистой воде и позволял птице вольготно расхаживать по своему двору и даже отдыхать, лежа у него на коленях. Дин-Дин же, в свою очередь, повсюду следовал за Жуаном, издавая радостные писки и давая понять, что он испытывает самые нежные чувства к своему благодетелю. Более того, пингвин, словно верный сторожевой пес, ревностно оберегал покой старика и отчаянно отбивался от любого, кто пытался к нему прикоснуться. Так в идиллической дружбе со своим пернатым товарищем прошел почти целый год. Однако в феврале 2012 года, когда пингвин уже основательно подрос и достиг зрелого возраста, случилось то, что неожиданно нарушило их сложившийся ритм жизни. Дин-Дим внезапно исчез, ни с того ни с сего, покинув гостеприимный дом Жуана.
Старик был поначалу безутешен, решив, что его друг теперь совершенно точно не вернется обратно. Однако ученые, внимательно наблюдавшие за ситуацией, высказали предположение, что у пингвина просто наступило время для продолжения своего рода. Вот он и отправился на родные просторы для привычного периода размножения. Сначала Жуан не поверил ученым, прекрасно понимая, что между его домом и местом обитания пингвинов находится огромное расстояние, однако они и оказались совершенно правы. Уже летом того же 2012 года, ближе к концу июня, мужчина вновь услышал знакомый пронзительный писк, раздававшийся с его двора. Это был день Дим, который, преодолев не 1000 километров пути, благополучно вернулся к своему старому другу. С того памятного дня пингвин стал приплывать к Жуану каждое лето и проводить с ним время, вплоть до середины февраля. А затем он исчезал на несколько месяцев, предположительно отправляясь на юг вдоль Атлантического побережья, к местам гнездования своих сородичей. Это казалось просто невероятным. Обычный пингвин ежегодно проплывает по 8000 километров только для того, чтобы повидаться со своим спасителем и другом. Когда история о Жуане и Диндиме распространилась по всему миру, она моментально стала настоящей сенсацией. Люди были растроганы невероятной верностью и благодарностью пингвина к тому человеку, который когда-то спас ему жизнь. Многие специально приезжали в деревушку на острове Илья-Гранде, чтобы воочию увидеть это редкостное чудо природы. Однако Диндим не подпускает туристов близко к своему другу, а если кто-то все-таки решается приблизиться, пингвин начинает забавно отгонять его своим клювом. Ученые в итоге пришли к выводу, что Диндим после произошедших потрясений стал воспринимать Жуана как своего постоянного партнера или члена семьи. Ведь пингвины, как известно, отличаются особой привязанностью к своим близким родственникам. Для самого Жуана любимый пингвин уже давно стал словно родной сын, и каждое лето он с нетерпением ждал его возвращения в свой скромный дом. Жители деревни даже начали праздновать день возвращения Диндима, когда пингвин снова приплывал на их остров. Эта необычная история о настоящей дружбе между человеком и пингвином обрела невероятную популярность. И она до сих пор вдохновляет людей по всему миру своей моральной силой и поучительностью. Она напоминает нам о том, что доброта и милосердие способны творить поистине невероятные чудеса, стирая любые огромные расстояния и границы между разными видами живых существ. Казалось бы, что может быть общего между немолодым человеком и маленьким пингвином? Однако нежная забота и сострадание Жуана помогли зародиться между ними по-настоящему крепкой дружбе, построенной на доверии и взаимной привязанности. Ежегодные путешествия Диндима на 1000 километров только для того, чтобы воссоединиться со своим спасителем, являются ярким свидетельством того, что истинная благодарность и верность не знают преград. Даже такое маленькое и хрупкое создание, как пингвин, оказалось способным отплатить человеку самой чистой и преданной любовью за его доброе дело. А Жуан, в свою очередь, обрел не просто пернатого питомца, но настоящего члена семьи, ради встречи с которым он готов был ждать его долгие месяцы. Эта удивительная история дарит нам надежду на то, что в нашем зачастую жестоком мире все еще есть место для искренней доброты и сочувствия ко всему живому. Она призывает каждого из нас не оставаться равнодушным к чужой беде, ведь даже самый, казалось бы, незначительный поступок может однажды стать судьбоносным и подарить неожиданную и прекрасную дружбу. Пусть яркий пример Жуана и Диндима вдохновляет нас ценить все живое вокруг, проявлять доброту и милосердие ко всем нуждающимся в помощи существам, невзирая на их видовую принадлежность. Ведь только так мы сможем сделать наш мир чуточку добрее и светлее. Удачи!